Всем привет! Добро пожаловать на канал Будни Крановщика, и сегодня мы продолжим разборку нашего подобного ноутбука Acer Predator Helios 300. Погнали! Для этого нам понадобится, как всегда, наш любимый китайский набор с отверточками сбитыми, собственно, термопаста и наша любимая карточка NVIDIA Bonus. Без нее никуда. Давайте приступим. Сразу переворачиваем его и погнали. Так, готово. Проверяем, чтобы ничего не забыли. Так, вроде все. Снимаем теперь жесткий диск и крышку с оперативной памятью. Ну, вы уже это делать умеете. Слегка поддеваем. Наши защелки выходят. Вытаскиваем теперь жесткий диск, потому что он будет мешаться нам при снятии всей крышки. Готово. Одеваем. С разъемом аккуратно, не вырвите. Готово все. Откладываем. Тем смотрим, не мешает ли нам оперативная память снять крышку. Также поддеваем слегка. Все, тут болтов нигде нету, чтобы нам мешали. Готово. Теперь начинаем самое интересное. Берем карточку и начинаем здесь по периметру отгибать нашу крышку. Начинать проще снизу, где клавиатура именно. Опа-на. Будьте внимательны, ребят. Один болтик все-таки пропустил. Это крайне важно. Так, с той стороны почти все открыли. Защелки. Вверх и потом на себя. Вот и готово. Сняли нашу крышку. Прежде чем лезть в ноутбук, дальше снимать процессор, крышку, систему охлаждения, отключаем аккумулятор на всякий случай. Так. Ну и все. Дальше откручиваем систему охлаждения, вот эти вот винтики на процессоре, на видеокарте и у самих кулеров.
Готово. Проверяем, все ли мы выкрутили. Все ли свободно. И легким движением начинаем пошатывать. Готово. Вот нам наша система охлаждения снятая. Ну, прокладочки мягенькие еще. Ну, термопаста уже маленько подсохла. Сейчас мы ее заменим. Все, теперь нам чистить надо эту термопасту. Я использую салициловый спирт, ватные палочки, тампоны, чем угодно, как угодно. Ну, очищаем. Очистили мы кристаллы, не забываем саму систему охлаждения почистить. И все, можно наносить свежую термопасту. Много не надо, буквально по капельке. Все, теперь нам надо ее распределить. Как раз у нас там в наборчике есть лопатка с термопастой вместе. Устанавливаем обратно систему охлаждения. Слегка прижимаем, покачиваем, чтобы наша термопаста вся распределилась. Был равномерный контакт. Все, можно прикручивать. Проверяем еще раз, может, чтобы мы ничего не оставили, не забыли, чтобы все подключили, все чтобы на своих местах было. И все, можно собирать в обратном порядке. Наша крышечка. Сначала вот так вот сверху делаем и опускаем. Проходим по периметру и защелкиваем.
Все отлично, все защелки готовы. И теперь самое интересное осталось. Прикручиваем все вот эти болты. Устанавливаем крышечку отсека с оперативной памятью. Также помните, да? Сначала вставляем длинные, потом все остальные. Готово. И сразу прикручиваем. Вот этот старый жесткий диск я устанавливать не буду в этот раз. Буду колхозить. Вы же как знаете, вот у меня вот такой вот есть на 4 терабайта, 2,5. Но, к сожалению, он не совсем сюда подходит, и крышка не закроется, скажем так. Поэтому я буду колхозить. Ну, об этом я рассказывал уже в прошлом видео по разборке ноутбука. Ну а вы просто вставляете также каретку жестким диском, подцепляете шлейф. И вот как раз 4 винтика. Закрепить жесткий диск и вот крышку закрыть. Все. Можно включить теперь ноутбук и проверить, все ли работает, прогнать тесты. Посмотреть, упала ли у нас температура в игрушках, в каких-нибудь программах, в приложениях и так далее. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что были со мной. Всем спасибо за просмотр. Переходите еще на канал Будни Крановщика. До новых встреч, ребята. Пока-пока.